Друзья мои, всем огромный привет! Как там поживают ваши орхидейки? Как ваши бабочки? Конкретно про них сегодня спрашиваю. Про орхидеи мутации бабочка. У меня подоращивали свои цветоносики, открыли свои бутончики, и вот такое вот летнее цветение на некоторых можно наблюдать. Не все цветут, ну вот, некоторые никак не могут со мной расстаться и не начнут растить корни и листики. Ну хотя, в принципе, у них этот процесс идет параллельно. Так, вот еще один представитель этой мутации. Красавчик. Чемпион лайтинг, да? Он дорастил цветонос, ну как не дорастил, он почку оживил. И я тут рассчитывала на большее количество, но нет бутона, он отсох, не потянула, либо я нечаянно, видите, вот она крутит, как и цветонос выкрутила, так и бутоны в разные стороны. И смотрите, даже из-за жары немножко сплэшек ушел. И вот один бутончик, я уже рассчитывала на 4 красивых цветочка, осталось только 3. Ну ладно. Есть тут еще бабочки, которые отдыхают на этой полочке. Но не все отдыхают. Вижу один всего лишь бутончик у этой красотки, которая у нас называется... Она здесь у меня цвела. Помните, такой яркий кустик, вот такой классный цветонос был, черебом. И вот черебом вот в летнем цветении вот такой одинокий бутончик. Но если б так, а не иначе, потому что есть у меня, ну, кстати, уже отцвела эта бабочка, наконец-то отцвела, тоже доращивала, все, сушит цветонос, это Вивьен. Ой, думала, цветоноса это корень. Но есть у меня один интересный случай, но пока мы про него не говорим, а рассматриваем то, что есть. Вот смотрите, какая красота. Вот эту красоту вообще надо смотреть подробно, под хорошим освещением. Невероятная, необычная. Но дала только сейчас 2 бутончика. В зимнем цветении, конечно, было лучше. Это, вы знаете, что это гибрид Eve Spring King на OX Black. Вот такой вот у меня красавчик, я его очень люблю. Что бутон необычный, что цветок необычный, просто невероятный. Но даже это невероятное не может так удивить, как удивило меня сегодня другое необычное, невероятное. Чего я только не видела от орхидей, которые мутируют, от обычных стандартов, которые без мутации, но в конце концов выдают непонятно что. Но то, что я вам сейчас покажу, меня просто шокировало. И очень удивила, и я хочу спросить, это, кстати, биглипчик зебра, такой красавчик. Помните, он таким кустиком, вернее, не кустиком, а букетиком красивым у меня цвел. То, что я увидела сегодня на своей полке, я просто удивилась. Вот тут еще одно, по-моему, удивилась. Это горизонт. И вот только что я смотрю, и я его не узнаю. Посмотрите на горизонт. Вот это вот летнее цветение, первое домашнее. Вот это, кстати, садовника цветонос. Здесь цветонос уже мой. Да, вот садовника срезан. Значит, этот срезан из этой почки. Вот такое что-то непонятное вышло. Я не могу понять, что здесь вообще произошло. Сипали и питали непонятно где, непонятно как. Видите? Ну это, ну и даже это не все, что я удивилась сегодня. Сейчас дальше идем. Так, здесь пока никаких у меня удивлений нет. Все как бы что-то, тишина. Где-то кто-то растит бутоны, кто-то доцветает, хатуюки, красавица. Так, кстати, она случайно там ничего не выдала сногсшибенного. Нет, у нее все цветочки нормальные. Вообще хорошая девочка, все хорошо. Здесь я вот только что сняла
Остался один, но он еще не засох. Вот, значит, кто у меня здесь? Прелестница анаконда, красавица. Вот она сейчас у меня, вот, видите, второй раз цветет за все время на домашнем цветоносике. Было 2 бутончика, мы с вами любовались, теперь 1. Ну, какой красавец. Хо-хо-хо, да? Великолепный. Вот здесь такая бабочка тоже умница. Умница, красавица. В летнем цветении немного бутончиков. Хотя новый цветонос как-то там из-под земли вылез. Из-под грунта где-то там он вышел. Я ее пересаживала после первого цветения. Но она мне очень нравится. Она такая милая, такая нежная. Ой, здесь у меня рядышком с ней Луи Три Принц, да, девочки, так, кажется, он называется. Луи Три Принц. Молодец. Такая вот прям для жары, для летнего цветения сформировал такую красивую гроздочку. Главное, чтобы не передумал и не скинул все бутоны. Луис Три Принц, так его звать. Тяжелый, недавно поливала. Главное мне с поливом не зевнуть, чтобы бутончики не осыпались. Очень красивый, очень, просто невероятно красивый. Вы скажете, Аня, ну что ж тебя так взволновало? Ну вот это вот красота, которую вы видите вот так. Всего лишь 2 бутона. Год назад цвела, я обрезала цветонос, и вот целый год молчала. И вот смотрите, сейчас я разверну, и вы просто ахнете. Я, честно говоря, такого еще, ну, у себя не видела. И вообще не видела. Сиамские близнецы. Смотрите, из одного бутона, это как, знаете, вот как куриное яйцо с 2 желтками. Вот это что-то вот типа того. И вот я ждала, так соскучилась за красивой бабочкой. Я так ждала. И смотрите, что. Чего я дождалась. Вот скажите, вот как так? Вот что с этим делать? Я даже не знаю, что будет здесь. Но это конкретно сиамские близнецы. Как долго будет этот цветок жить, я не знаю. Вот почему сиамские? Я сначала подумала, может там как-то... Ну вот смотрите. Видите? Бутон был вот так один. Вот. Девочки, кому вот интересно, что бывает на орхидеях, у которых были какие-то генные предпринятые вмешательства. Все-таки это же вмешательство лабораторное во все эти процессы. Как спросите, как зовут? Как зовут, все время забываю, но это очень красивый пилор, Туес, Дженет Брэндон. И вот Дженет Брэндон, мало того, что она у меня прошлым летом цвела, ну так неплохо, и я ждала этим летом, и вот что я дождалась. Как вам такое? Бывает ли у вас такое? И что интересного у вас бывает? У меня вообще это первый раз. Бывает, что там нету какой-то сепалии, нету какой-то петалии, есть половина защипа. Вот это что это за выступающая часть? Это как, знаете, в одном цветке, смотрите, вот сверху 2 сепалии такие, видите? Внизу, в общем, я вообще понять не могу. В одном цветке 2 цветка или что? Ну вот как такое может быть? Просто невероятно. Вот что с этим делать? Вот что с этим делать? Я не знаю. Мне просто интересно теперь наблюдать, как долго будет цветение. Ну, если это, ну да, цветение. Какой-то дракончик. И вот здесь что будет, я не знаю. Интересно, будет ли здесь то же самое? Прям интересно. И как долго продержит. Такое что-то непонятное, оно долго не держится. А я посмотрела сегодня, раскрылся. Я как бы думаю, ой, надо развернуть, надо посмотреть. И в итоге, видите, что повлияло, я не знаю. Дело в том, что тут ничего не могло повлиять. В последнее время все проливалось микохелпом.
В целях, это биофунгицид, в целях, чтобы не было никаких заражений. Смотри, какая корневая у нее сумасшедшая. Чтобы в этот жаркий период поддержать на плаву растения. Кстати, надо полить вот этого представителя орхидейного мира. Неофинетию ринзи. Уже сухонькая. В общем, вот так вот. Прошу любить и жаловать вот такого вот интересного чудо-юда. В общем, я вам покажу попозже, что будет на этом бутоне. Так что не прощаюсь, оставайтесь, дождемся, чтобы посмотреть, что же нам приготовил этот орешек. Обалдеть. Не прощаюсь. Еще раз вам покажу. Ну, говорю, у меня были и трилипсы вместо бабочек, да, там, или какие-то там без губы, как спиннеры, или полцветка бабочка, полцветка, что-то там непонятно. Но вот такого у меня еще не было никогда. Видите, даже видно, как будто два должно было бутона быть, но они выросли, вот видно, что как будто срослись две цветоножки, да, удивительно. И они вышли в один бутон. Просто невероятно. Все, девочки, ждем продолжения этой интересной, странной истории. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ой. Так, ну что, продолжаем наше наблюдение за Джанет Брэндон. Уже я вам показала вот это интересное, непонятное слияние. Два в одном. Ну и раскрылся еще один бутончик. И он открылся нормально. Нормально, из одного цветочка состоит. Вижу, он не такой яркий. Или здесь так кажется. Но мне кажется, что вот эти более салатовые. Хотя, в общем, повезло мне с этим бутоном. Очень повезло. Джанет Брэндон, конечно, удивила, так удивила, девчонки. Я прям в шоке. В общем, прям не знаю, что и сказать. Жду от нее роста листиков, но как-то она не спешит. Можно сказать, что 3 полноценных листа. Хотелось бы розеточку побольше. И знаю, что есть мнение, якобы Патрик и Джанет Брэндон это как две вариации, две мутации цветения одной и той же орхидеи. Но я как-то с этим не сильно согласна. Патрик буду скоро пересаживать. Все подбираю ему в вазу. Никак не куплю нужный размер. Но сейчас покажу вам еще и Патрика. А идемте вместе с ней и посмотрим на Патрика. У Патрика, кстати, ой, как она размахивает своим букетом. Тут работает кондиционер, прохладно. У Патрика здесь какие процессы происходят? Вот он здесь. Он у меня вот такой уже белый. Один бутон, не бутон, один цветочек сбросил. Вот новый у него цветочек. Но они абсолютно разные. Абсолютно разные. Вот даже вот в жару вот такой новый открывшийся цветочек у него не яркий. И смотрите, что происходит. Он начал растить из середины листик, и корневой рост у него вовсю идет. И вот видите, вот так вот он забирает питание из нижнего листа. Ну ладно. В общем, претендент на пересадку. Я хочу его посадить, и ее тоже хочу высадить в вазочки, какие-то красивые горшочки. Но у нее, конечно, с корнями вот так, во все стороны. Ну, я не знаю, одно ли это и то же. Очень я сомневаюсь. Надо бы его раскрыть сейчас, девочки. Пробую распахнуть его цветок. Ну нет, они совершенно не похожи, кажется мне. Совершенно не похожи, они совершенно разные. Ладно.
Видите, уже на краешке цветоноса вот такое вот маленькое чудо выросло. Очень долго держит цветочки, но в жаркие дни вообще становится белый-белый-белый и несимпатичный. Видите, прям. Но этому цветочку уже много-много месяцев. Так что вот так. Анонсирую пересадку. Корни уже вообще во все стороны. Лечили мы с вами его. Он у меня уценочный, конечно. Он корень пошел сюда гулять. Он у меня уценочный. Ну, тьфу-тьфу, выжил. Все хорошо, все нормально. Была чернота на шее. Пролечили. Вот эту вазочку я купила для него. Ну, вы знаете, в Авроре такие. Но я потом, когда посмотрела внимательно, если его... Она слишком узкая. Высокая и узкая. Если здесь ее пересадить его, и здесь он вообще не поместится на полку, и слишком, ну как бы оно в принципе можно крышку убрать и посадить, да, та же ваза получится, но нет, ему нужна тара пошире, не такая высокая, но более широкая. В общем, буду думать, а он пока будет доцветать. В общем, девочки, вот такие вот дела с моей красавицей Джанет Брэндон. Вот такой ход конем у нее в этом цветении. Расскажите, было ли у вас такое? Прям интересно. Так что всех обнимаю, всем желаю красивых цветений, пышных цветений. Не такого вот, как у меня в этом сезоне, прям летнем. В зиму она не захотела цвести вообще, а в летнем цветении выдала только 3 бутончики. 3 бутончика, обидно, обидно, обидно. Я вам показывала уже своего героя. Кто-то из девчат писал: продайте бананку, она вам не нравится. Вы сказали в видео, что она вам не нравится. Девочки, я еще не знаю. Может быть, когда их будет много, она очень маленькая. Там буквально 1,5 сантиметра. Она такая прикольная. Может, когда будет много таких цветочков, будет интереснее. Я говорю, ну если бы это у меня было несколько, я бы поделилась. Но пока что нет. Пока я оставлю эту прелесть себе. И вот у меня среди лета Санта-Клаус. Вот такой вот прикольный. И летнее цветение после зимнего такое, знаете, никакущее. 4 бутона. Помните, какая была ветка классная? Ну и на том спасибо. Тяжко ему, Санта-Клаусу, летом-то цвести. Все, друзья мои, всех обнимаю. И еще, кстати, по-моему, это у меня... Кто же это такой? Ну вот я смотрю, раскрывается. Кто-то должен быть эксклюзивный, но вижу, что он какой-то простенький. Стерла здесь. Это случайно? Нет, это не Микки Пич. Кто-то другой. Кого я купила? Надо найти. Плохо, что не подписала. Понадеялась вот на эту налыбку, на вот эту этикетку понадеялась. А с нее быстро слетела надпись. Теперь пойди вспомни, кто это. Но вижу, сегодня открывается вообще какой-то простячок. Неужели это какая-то бабочка должна была быть? Вот еще один, наверное, еще один неудачный вариант, скорее всего. Ну, с этой повезло, но она пользуется и ведет себя так, как хочет. Всем обнимашки. Пока-пока.